Я много путешествую на разных турэндуро, и это обзор КТМ 1290 Super Adventure S. Проехал около 1000 километров на предыдущем поколении, которое шло с 2017 года, и немного на Навье 2021 года. Сразу общий вывод. Это единственный турэндуро от Литра, который мне не хотелось отдавать после теста. Я говорил, что все мотоциклы в этом классе хорошие, но нужно уловить характер. Есть стереотип, что КТМ для тех, кто хочет грязь месить. Это не совсем правда по отношению к 1290 в версии S. Попробую описать характер мотоцикла. Он для тех, кто хочет брать от жизни все. Чтобы мотоцикл не просто был универсальным, а чтобы все делал на уровне специализированных моделей. У 1290 диапазон применения шире, чем у всех одноклассников. Он хорош в, казалось бы, полярных сферах. Смотрите сами, это конкурент одновременно и Africa Twin, и S1000XR, между которыми ничего общего нет. Я буду много лить воды о мелочах, но главная мысль, почему КТМ так хорош, у него отличный баланс геометрии, подвески и двигателя, все остальное вторично. Начну с двигателя. В этой модели мотор действительно сердце, как бы слащаво не звучало. Во-первых, это самый большой по объему мотора турэндуро в мире, единственный литр 300. За скобками отмечу, что на КТМ хорошо настроена ручка газа. Минимизированы задержки, электроника не сильно пытается сглаживать действие. Например, если слишком резко отпустить сцепление на повороте, ощущение, что через мгновение начнет сносить зад. Я обожаю логику работы электронных помощников на мотоциклах КТМ. Они работают очень деликатно и срабатывают только в критичный момент. Ощущения максимально близки к тросику и старым железным мотоциклам, хоть в модели полный набор продвинутой электроники. Это важный нюанс, потому что многие конкуренты ощущаются либо синтетическими, либо вялыми. Если смотреть на график крутящего момента, мягко говоря, не впечатляет. Где-то на уровне японцев-миллионников, но это обманчивое ощущение. В чем магия динамики 1290? Двигатель довольно легко крутится, и стоит заострить внимание, какая ровная и вкусная тяга где-то от 3800 до 6000 оборотов. Если ехать даже на шестой передаче 110 и 130 км в час, это диапазон от 3800 до 4200 оборотов на шестой передаче, на пятой слегка выше. Понимаете, к чему я клоню? Когда вы путешествуете с легальной скоростью и нужно кого-то обогнать, у вас ровно под сдвигом ручки шикарная тяга без затупов. Никакого провала, просто откручиваете ручку и обгоняете кого угодно. Хотите побаловаться, сбрасываете передачу 2 вниз и от 6000 оборотов совсем мякотко. В горах, если ехать с крутыми поворотами, почти всегда диапазон от 3800 до 6000 оборотов, который перекрывает все потребности. У КТМ в любой момент доступна беспредельная мощь, только нужно на пару миллиметров ручку открутить. Даже кто любит спокойную езду, почувствует. Меня скорость не вдохновляет, но даже я от такого мотора испытываю больше эмоций. Кто любит агрессивную езду, выше еще больше момента, самый смак начинается от 6000 оборотов. Чистый восторг, но щекотно пяткам и задница от вибраций. Вообще я не понимаю оправдывания тухлых мотоциклов в этом классе. Зачем покупать 1200-ку, если она не дает эмоций? Для этого есть мотоциклы легче и дешевле. Только если брать индивидуальные ситуации путешествий частых с пассажиром, либо если пилот весом за 100 кг, тогда да. Очень хорошо контролируется тяга, нет неожиданных рывков. Я даже не понял смысла, зачем нужно разделение на режимы стрит и спорт. Совсем новички такие мотоциклы все равно не покупают. В городе тоже на спорте удобнее. На бездорожье рисковат, есть такое, там режим оффроуд хорошо работает, уменьшает тягу до оптимального значения, при этом все равно с легкостью пробуксовывает, если чуть больше ручку крутишь. Сюда же стоит отнести отличные тормоза Brembo со здоровыми передними дисками по 320 мм. Никто и не сомневался, у КТМ тормоза всегда на пятерку. Сами ручки как тормоза, так и сцепления мягкие, руки не устают. У всех 1200-х хорошие тормоза, но мне нравится настройка именно у КТМ. Быстрое схватывание, линейное прогнозируемое усилие с хорошей мощностью. Резкие и четкие под характер мотоцикла. Через 5 минут езды уже четко можно понимать, какое усилие, какой результат даст.
У многих мотоциклов еще на всякий случай метров 20 дистанции оставлять приходится. Вибрации. Легкий зуд на руле и подножках есть всегда, но до 4000 оборотов не мешают. Если ехать 110 км в час, сойдет. 125 на шестой передаче напрягает, но меньше, чем на больших гусях. По ощущениям, на 1250 ГС тот же уровень вибраций примерно на 500 оборотов раньше, и при этом у КТМ обороты на магистрали чуть ниже. И как раз по грани проходишь, пока еще не настолько достают вибрации. Я знаю, о чем говорю, на КТМ был самый изматывающий маршрут из всех тестов. Где-то от 5000 оборотов и выше идут очень крупные вибрации, как будто за отбойный молоток держишься. Когда на адреналине в горах едешь, не замечаешь, но руки к вечеру хочется поменять. В других местах вибрации не напрягают, всегда зуд на подножках сохраняется, но не проблема даже в ботах на тонкой подошве. По ощущениям, на руле вибрации должны до комфортного уровня снизиться с антивибрационными проставками. На магистрали капли не хватает до совсем комфортного уровня. Расход для своей мощи очень даже. По магистрали на круиз-контроле 127 км в час без кофров 5,6 литров на 100 км. Средний расход за 2 дня в моем смешанном режиме 5,3 литра. Звук мотора и глушителя отличный. На низких оборотах комфортно тихий, но приятно стрекочет при ускорении, самое то. Стоит обратить внимание, что сам глушитель в предыдущей версии был здоровенный, с 2021 года совсем страшный и гигантский. Кофры совсем широко встают и надо искать асимметричные модели. Говорят, что Евро 5 виноват, но мультистрадам тот же Евро 5 танцевать не мешает, на них глушители маленькие и аккуратные. Еще нюанс важный в городе, как правило 1200-ки быстро перегреваются, когда стоят, и в пробке на всю катушку включают вентиляторы, что раздражает. У 1290 вообще вентилятора не слышно, хотя он заведенный долго стоял. Плюс, когда виброметром измерял, он тоже спокойное издевательство с повышением оборотов терпел. Есть жалобы на жар от двигателя. В модели 2021 года даже специальный термокожух сделали. Подвеска – одна из самых отличительных частей 1290. Все конкуренты стремятся к максимальному комфорту в привычном понимании, чтобы было мягко. Это как с матрасами. Теоретически, чем мягче, тем лучше, однако же многие сознательно выбирают сбалансированные матрасы. Не слишком мягкие и не слишком жесткие. Кто хочет мягкий матрас, КТМ вам не подойдет. Здесь подвеска с другой идеологией, максимального сцепления с дорогой. И в отличие от большинства мотоциклов с жестковатой подвеской, это сознательный шаг, а не экономия. Собственно, полуактивные подвески ВП пропагандируют подход Ground Hook. Мотоцикл прилипает к асфальту. В отличие от подхода Skyhook, основной идеолог которого Ducati. Многим, кто пробует подвеску КТМ, наверняка сразу не понравится. Жестко каждый стык чувствуешь. Например, на Ducati с полуактивной подвеской ощущение полета над дорогой. Или почти на всех японских тур-эндуро, где едешь на киселе. Управляемость ниже средней, зато можно друг другу рассказывать, что не замечаешь лежачих полицейских, и это действительно будет правдой. На КТМ будешь замечать лежачие полицейские, но зато хочешь до подножки закладывай, хочешь по камням прыгай. У КТМ от регулировки подвески мало что отличается по ощущениям. Она в самом комфортном режиме ощущается более жесткой, чем Ducati в режиме спорта. Вероятно, на 1290 самый узкий диапазон настроек подвески из всех конкурентов. Эту подвеску нужно прочувствовать, дать ей шанс. Да, все стыки чувствуешь, но никогда не бывает резких ударов или какого-то особого дискомфорта. И это не такая жесткость с перебором, как на КТМ 890. На тесте КТМ было довольно много горных участков с бугристыми дорогами. Не было такого, что вечерами у меня болела задница после 1290, зато всегда был безупречный контроль дороги. В режиме спорт хотелось слегка больше жесткости, буквально на полоборота затянуть, и основная доработка подвески 2021 года как раз скорректированная работа в самом жестком режиме. Еще полуактивная подвеска неплохо умеет нивелировать клевок.
Никогда не скажешь, что едешь на вилке с ходом 200 мм. Подвеска хорошо подходит для путешествий вдвоем, если хочется активно ехать, а не раскачиваться на волнах. На большинстве мотоциклов подвеска хорошо работает только при поездке одному. Вообще, касательно комфорта 1290, в месячное путешествие я бы на нем не поехал, а вот 2 недели покататься самое то. Попробуй объяснить, в чем разница. Часто задают вопрос посоветовать мотоцикл, на котором можно проезжать, например, 1000 км в день. Тут важнее не километраж, а время и количество дней. Например, я когда был помоложе, на своей 300-кубовой индийской ржавчине мог проезжать до 1500 км в день, если выезжать до рассвета и ехать до ночи. Это можно исполнять на любом мотоцикле, главный вопрос – как долго. В очень долгом путешествии устаешь каждый день ездить, как в последний раз. Быстро перегораешь и перестаешь наслаждаться окружающей красотой. В долгих поездках ритм сглаживается до ровной спокойной скорости и концентрации на комфорте, чтобы мотоцикл не высасывал силы, а восполнял. По опыту, хороший мотоцикл для долгих путешествий – это когда ты где-то что-то посмотрел и хочешь поскорее сесть на мотоцикл и отдохнуть в дороге, а не слезть с него. Поэтому я всегда так акцентирую внимание на деталях типа вибрации или шуме мотора. Когда едешь в небольшое путешествие на адреналине или по городу, вообще все равно, какие там вибрации, как бьет в плечи и что посадка с наклоном. В России это редкий мотоцикл, но в Европе часто встречается. В горах и на побережье дяденьки ездят на гладкой дорожной резине без защиты, явно не собираясь в грязь лезть. То есть он хорош даже в таком ключе, его не только любители бездорожья покупают. На бездорожье подвеска бесподобна. Конечно, до того момента, пока не уронишь, все-таки другая весовая категория, и от этого никуда не денешься. Полноценным эндуро он не станет. По ощущениям, едет где-то на уровне с самыми крутыми среднекубатурными тур-эндуро. Никогда не подумаешь, что едешь на литых 19-дюймовых дисках. Кстати, есть в опции спецованные диски, стоит поставить, если собираетесь активно ездить вне асфальта. Такие диски стояли в стоке в старой версии 1290T, которая с баком на 30 литров. Я даже не ругаю 1290 за литые диски, хотя в идеале надо давать выбор. Модель успешно пытается сидеть на 2 стульях: спортивный асфальтовый стул и жидкий бездорожный. Литые диски полегче, а КТМ заморочены на уменьшение неподрессоренной массы. По этой же причине на 1290 цепь. Кардан безусловно удобный, но всем известно, что из-за кардана теряется 32% мощности и увеличивается неподрессоренная масса в сравнении с цепью, что имеет значение как для спортивного управления на асфальте, так и на бездорожье. У КТМ даже выбора не было, такой мотоцикл не мог существовать с карданом, как и Ducati Multistrada. Можно еще обратить внимание на то, как они заморочились с маятником, облегчив его на какие-нибудь 96 грамм. В версии S колеса 19 и 17 дюймов, на версии R 21 и 18 дюймов и увеличенный ход подвесок, причем нет полуактивной версии. Более того, на версии R еще резина уже на обоих колесах. В общем, сплошные минусы на асфальте. Хуже тормозит, хуже сцепление с асфальтом, хуже рулится и так далее. Я был в шоке, когда увидел поисковые запросы. Эрпу слишком много людей ищет. Не покупайте, если вы собираетесь ездить по дорогам, гравийкам, грунтовкой разной степени убитости, тропам и так далее. R вообще нужна от силы 50 людям в мире, чтобы возить ее на соревнования. Версия S перекрывает возможности даже опытных ездаков. Я то же самое говорил про КТМ 790-890, но тут все усугубляется весом мотоцикла. И да, про потерю 32% мощности на кардане неправда. Посмотрим в комментариях, сколько людей не выдержало издевательств над физикой. В версии 2021 года еще немного баланс допилили. Угол наклона вилки изменили, раму укоротили, двигатель на 2 градуса повернули и чуть вперед подвинули для большей устойчивости, увеличили маятник на 15 мм. Кстати, с воблингом, на мой взгляд, вымученная претензия, ее часто выпячивают как один из главных недостатков мотоцикла. На S1000 XR, Tracer или Multistrada, что ли, не бывает воблинга? Для интереса разгонялся за 200 с забитым задним центральным кофром, ничего не происходило, едет стабильно. Читал истории про воблинг.
У большинства воблинг решался или настройкой подвески, или балансировкой колес, изменением давления или заменой резины. Все как на большинстве таких приспортивленных мотоциклов. Да и в стоке стоит демпфер. Стоит сказать, что 1290 очень узкий для больших турендуро и вполне обтекаемый, поэтому легко нарушить аэродинамику аксессуарами. Но самое интересное в другом. Это самый узкий большой турендуро по рулю и зеркалам. В пробках ползает наравне с многими среднекубатурниками. Немного выпирает защита рук, поэтому разумно для езды в городе ее снимать и надевать только для путешествий и поездок на бездорожье. Тогда по ширине будет уже многих среднекубатурников, которые изначально гард не имеют. Это такой плюсик к универсальности относительно конкурентов, которые в городе как слоны в посудной лавке. По эргономике есть существенные различия в версиях. На предыдущей версии до 2021 года седло в самом низком положении было 860 мм, что для многих критически много, ведь седло не просто высокое, а еще и довольно широкое. На новой версии седло в стандартном для класса диапазоне от 849 до 869 мм. В версии R стандартное седло немного другое, заужено в передней части. Еще есть сопутствующий момент. Мотоцикл стоит на боковом упоре с сильным наклоном, поэтому на него слегка неудобно залезать что справа, что слева. По ощущениям заскакиваешь как на мотоциклы с седлом 880-890 мм. С другой стороны, мотоцикл спокойно можно парковать на обочине с наклоном, его не опрокинет ветром и так далее. По самому седлу есть что сказать. Оно не мягкое, но не сказать, что по комфорту чем-то отличается от стандартных сидушек конкурентов. У старой версии T в стандарте ставилось комфортное седло с другим составом и подогревом водителя и пассажира. Сейчас в стоке седло попроще, а комфортное вынесли в опцию. Раньше был комфортный в меру гладкий винил, с 2021 года используют обивку седла, которая стоит на 790 и 890. Такой очень шершавый винил, похожий на наждачку. Смысл в том, что штанами прилипаешь к седлу, и зачем это нужно на турендуро, не очень понимаю, это больше спортивная тема. У мотоцикла все-таки внушительная высота, многим для того, чтобы достать до земли, нужно свесить задницу в сторону на остановке, а штаны плохо скользят по новому седлу. Может, я чего-то не понимаю? На предыдущем седле мне точно удобно. Руль чуть отодвинут вперед и вниз. Нельзя сказать, что абсолютно прямая посадка, хотя вполне в рамках класса. Лично мне с ростом 188 см точно нужны проставки, если не хочется ехать в наклоне. Да и в стойке чуть-чуть не хватает. Здесь почему-то ни на одной версии нет классной фишки младшей модели 790-890, где можно переставлять руль ближе-дальше за счет разных отверстий на траверсе. Утверждается, что с 2021 года слегка изменилась эргономика из-за общего изменения геометрии, но я, признаться, никакой разницы не почувствовал. Угол в колене очень расслабленный даже в сравнении с одноклассниками, и подножки на правильном месте. Естественно, здесь настраиваются лапки тормоза и КПП ближе, дальше и угол наклона под боты, как принято на КТМ. Можно менять положение подножек пониже, поближе и повыше, подальше. Единственное, что мне непонятно, почему зажали сворачиваемую лапку КПП. Мне очень нравится форма зеркал. На видео вам вряд ли понятно, но они огромные и внешняя сторона довольно широкая. Единственная проблема – руль сам по себе узковат и расположен внизу, локти съедают большую часть. Как раз проставки решат и эту проблему. Стекло, как и у всех, работает для какого-то абстрактного среднего роста. Мне в любом случае не хватает. И оно узкое, в плечи дует. Все решается подбором правильного стекла, как у всех. Кстати, в версии T широкая морда была и даже стоковое стекло шире. Жаль, что ее сняли с производства, это конкурент GS Adventure для ценителей, со снаряженным весом, как у современного тощего 1250 GS. У стекла есть классная регулировка. Я на это обращаю внимание, потому что когда меняете стекло, регулировка сохраняется и подобрать под себя модели проще, чем у мотоциклов, где фиксированное стекло. Во-первых, у регулировки большой диапазон по высоте сам по себе. А еще удобный способ настройки, можно крутить как левой, так и правой рукой. Например, когда на остановке регулируешь, скорее всего стоишь с зажатым сцеплением и удобно крутить правой рукой.
Во время движения, наоборот, регулируешь левой. На старой версии колесико не очень удобное для перчатки, с 2021 года улучшили барашек. Вроде мелочи, но видно, что люди заняты совершенствованием, а не сидят на 40-летней истории. На самом деле я по верхам бегу, чтобы не затягивать обзор. Мельчайших изменений в мотоцикле масса, и про них интересно узнавать, особенно имея опыт езды на старой версии. И старый мотоцикл во многих моментах все еще лучше, но понимаешь, что какие-то мелочи действительно еще раз двигают границы или упрощают эксплуатацию. Как-то так флагманский мотоцикл и должен совершенствоваться. На гусях как стоял не особо удобный регулятор, который у многих ломался, и даже у меня во время теста заклинил, так до сих пор и стоит. В старой версии с пластика бака задувало в пах. С 2021 года просто изменили пластику граней и сейчас не дует. У версии T на 30 литров стоял широкий бак по высоте, как у GS Adventure, защищал ноги от ветра. У версии с 2017 года ветрозащита у бака узковата, немного колени и ноги обдувает, но и нет направленного плотного потока. Поймал себя на мысли, что у 1290 ветрозащита на уровне премиальных среднекубатурников. Tiger 900, 850 GS, только там это отличная ветрозащита, а в рамках 1200 уже ниже среднего. С 2021 года ветрозащита сильно лучше, во-первых, из-за опущенных вниз баков и измененной пластики. В ноги уже не дует и, думаю, эффективно в дождь, как на младшей модели. Еще посмотрите, какая милота на вилке. Грязь из-под колеса точно неплохо будет сдерживать. Раз уж мы заговорили об опущенных баках по бокам, это лучшее решение для тур-эндуро. Я рад, что КТМ его продолжает внедрять. Во-первых, снижает центр тяжести мотоцикла. Он и так-то на прошлой версии был низким. У боковых резервуаров есть и другая полезная функция. Мотоцикл при падении аккуратно на них ложится. Его проще поднимать, и если для вас важен вес и центр тяжести, а не царапины на пластике, можно не обвешивать мотоцикл дугами безопасности. Это килограмм 10, которые никто почему-то не считает. На КТМ в этих дугах просто нет необходимости. Материал баков специальный пластик и хорошо зарекомендовал себя еще с 790 версии. Да и вообще это распространенная проверенная схема в раллийных мотоциклах. Раньше справа на морде был кармашек под телефон с USB-зарядкой. Сейчас карман чуть побольше на баке. И еще интересно, через этот бардачок есть доступ к воздушному фильтру. Еще отдельные на старой и на новой версиях есть розетка на 12 вольт под экраном. Защита рук высокая, не дует в руки вообще никак. С 2017 года стоит крутейшая светодиодная фара с мощным светом. У большинства мотоциклов свет сильно проще. Есть еще подсветка поворотов, но она срабатывает после наклона, поэтому толку от нее немного. Занимает половину высоты всей фары, нижние 3 ряда. Если чуть наклонил, один диод загорается, если сильнее 2 или 3. Таким образом, плюс-минус сохраняется линия по горизонту. Точно такая же система на Triumph 1200 и разных мультистрадах, только там ряд светодиодов горизонтальные, фары внешне более традиционные. КТМ 1290 из всех мотоциклов выделяется вертикальным дизайном, ни с чем не спутаешь. Экран. Тут есть что сказать. До 2017 года была приборка с аналоговым тахометром, но с цифровым спидометром и дополнительным блоком разных параметров. Простенькой приборку не назвать. С 17 по 21 годы удобный экран. Концепция там как на все линейки КТМ, но он огромный. Самое главное, на экран можно вывести до 8 любых параметров, но будем честными, никому столько не нужно. Самый шик – это использование с навигатором. Одновременно будет и тахометр, и параметры, и подсказки навигатора с пиктограммами перекрестков. Просто не к чему придраться. А чего это я вдруг нахваливаю навигатор КТМ, если раньше ругал? Карта по-прежнему бедная, но дело в том, что навигация прекрасно работает на телефоне в фоновом режиме. И еще когда заново включаешь зажигание, например, после заправки, ничего не надо заново соединять. Навигатор автоматически подключается к мотоциклу и продолжает выводить подсказки. Удобно использовать, когда рядом стоит телефончик с нормальным навигатором и ориентируешься на него. Но в большинстве ситуаций расстояние до ближайшего поворота совпадает. Повернул, убедился, что подсказки идентичны, и уже посматриваешь только на большой яркий экран.
Как раз подсказки в верхнем углу в зоне видимости, не нужно всматриваться в телефон на руле. Подходит, конечно, только в том случае, если указываешь только одну конечную точку, а не змейкой по точкам катаешься. В версии 2021 года телевизор еще больше. Сильно перекроили интерфейс, но гибкость настройки осталась. Есть еще затейливый опциональный режим экрана ралли, заточенный на бездорожье. С этой опцией еще настраиваются отклик ручки газа и проскальзывание заднего колеса. Есть любопытная фишка. Телевизор можно отрегулировать по наклону, там снизу фиксатор и можно туда-сюда наклонять. Диапазон, правда, не слишком широкий. Что меня бесило в предыдущем поколении КТМ, то как меняются режимы работы двигателя. Чаще всего я использую на мотоциклах 3 разных сценария. Первый – это трасса, когда тупо ставлю самую комфортную подвеску всей системы безопасности на максимум. Второй – город или горы, когда ставлю спортивную жесткую подвеску. Третий – эндуро, пониженная мощность, мягкий отклик ручки газа, средняя или полужесткая подвеска без трекшн-контроля и АБС на заднем колесе. Так вот, на КТМ, когда меняешь режим двигателя, большинство настроек надо дополнительно менять. В 890 ладно, там нет настроек подвески и стольких электронных помощников нет. Да и не такой мощный двигатель, более-менее можно в одном режиме ездить. Здесь куча параметров и просто бесит. Я очень часто ездил на каких-то участках в неоптимальном режиме, просто не хотелось останавливаться и в меню ковыряться. Особенно, когда не знаешь, может там за поворотом опять асфальт начинается. Когда увидел, что переработали концепцию кнопок на руле и экран, у меня даже мыслей не было, что они оставят этот тупняк, но нет. В версии 2021 года по-прежнему нельзя менять все параметры сразу. По-прежнему можно посадить на 2 кнопки вход в настройку любых функций меню, но эта проблему полноценно не решает. На 1290 давно есть бесключевой доступ. На версии 2021 года решили выпендриться и убрали вообще все личинки с мотоцикла, физического ключа больше нет. И пошли ради этого на сомнительный шаг. Сам брелок примерно такой же формы, как у всех, только обычно там спрятан ключ, открывающийся по кнопке. Единственное может раздражать, когда производители жмотят бесключевой доступ к бензобаку, но в остальном всех устраивало. К тому же на туристическом мотоцикле так и так стоят кофры, и все оригинальные кофры открываются тем же ключом с брелка. На КТМ оригинальные кофры тоже открываются ключом, поэтому вместо одного брелка надо таскать еще и второй ключ. И это первый идиотизм. Раз уж понтоваться, надо было делать бесключевые кофры, а лучше с распознаванием лица и голоса. Нагибаешься так к кофру, громко говоришь свою фамилию, и ларец открывается. Сразу бы королем смотра стало так. Аккумулятор может разрядиться, и электронное седло по кнопке не откроешь, поэтому оставили возможность экстренно залезть под седло. Это второй идиотизм. Для этого не нужно вообще никаких инструментов. Открываешь рукой заглушку и тянешь тросик. Фактически у мотоцикла нет закрывания на замок. Голыми руками мотоцикл вскрывается секунд за 30, после чего снимается или отрезается клемма, и делай что хочешь. Вся эта затея только для того, чтобы заявлять, что у нас true бесключевой доступ, инновации которых мы заслужили. Давайте немного про опции расскажу. Концепция опций у КТМ такая, что в мотоцикле изначально вся электроника есть, но вы не можете ей пользоваться. Денежку в кассу заносите, дилер просто ставит галочку в базе, после чего на мотоцикл скачивается обновление и можете пользоваться функцией. Круиз-контроль мотает от версии к версии. На совсем старых моделях круиз-контроль стоял на пульте под правую руку, что сильно неудобно. В предыдущей версии с левой стороны вполне удобный круиз-контроль с крупным джойстиком, которому многие позавидуют. С 2021 года кнопки круиз-контроля еще удобнее. Большим пальцем увеличиваешь скорость или восстанавливаешь работу круиз-контроля, а под указательный палец в том же месте с другой стороны кнопка установки или снижения скорости. Дополнительно с этого года появился активный круиз-контроль с радаром. По-моему, чистое баловство и можно использовать только 2 раза в год в колонии на открытии и закрытии мотосезона, ну и для понтов. Уверен, что производители это ставят только потому, что у Петровых радар стоит, значит и у нас должен быть. При всей симпатии к мотоциклу я не назову его надежным.
Сама платформа обкатанная, чтобы сейчас вдруг всплывали серьезные проблемы. У старых поколений были 3 серьезные отзывные кампании в Америке: протечка топливного бака, перетирались провода, из-за чего могла расплавиться топливная магистраль, подтекал амортизатор. Но нужно понимать, что это только полноценные отзывные кампании, касающиеся безопасности. На форумах нет чего-то экстраординарного, датчики переставали работать, разнообразная электроника и характерные проблемы, связанные с некачественным топливом. Традиционная проблема КТМ – дизайн рисует одна компания, собирает и тестирует другая, плюс инженеры не могут выбирать любые подвески любых марок, а завязаны на ВП, которые входят в группу компаний, но все-таки являются другой компанией. Помимо всего, КТМ накупили разных марок, производство распихали по всему миру, надо почти одинаковые мотоциклы производить с разным внешним видом, начали развивать команду MotoGP. В России не очевидно, но КТМ со всеми своими марками продает мотоциклов больше, чем, например, BMW. Это гигантская корпорация, которая явно растет быстрее, чем можно контролировать. Нет условного основателя, который держит весь процесс в одной руке и все этапы контролирует. Насколько я понимаю, основную проблему – низкий контроль качества при производстве комплектующих и сборке. Кому-то везет и ни одной проблемы за все время, как с «Жигулями» и «УАЗами», каждый аппарат уникальный. Кто хочет просто кататься, а не обслуживать коня, это не про КТМ, если только у вас не прокачана удача. Даже несмотря на то, что 1290 считается самым беспроблемным во всей линейке КТМ. На самом деле все не так плохо. Я же в разных прокатных конторах бываю, у нас даже есть ребята, которые на 790 Adventure полуэндуро трипы устраивают. Совсем ушатанных аппаратов я не встречал, хотя прокатные мотоциклы насилуют гораздо больше, и с некоторыми владельцами у меня приятельские отношения. Я бы знал, если бы с КТМ были сплошные проблемы. У владельца аппарата из ролика есть и Africa Twin, и Тигры, да и сам он британец, а не австриец. Нет причин, чтобы отстаивать честь КТМ. И если бы все было так плохо, он бы 790 Adventure после 1290 не купил. Будем по умолчанию считать, что я говорю о новом мотоцикле. БУ КТМ – вещь на любителя, там фактор надежности встает на первый план. У КТМ межсервисный интервал 15 тысяч километров, поэтому нет смысла слезать с официального сервиса. Базовая гарантия 2 года. У КТМ действует расширенная гарантия в основных европейских странах, которую можно продлевать до 12 лет или 80 тысяч километров. Но в зависимости от страны есть свои нюансы с тем, на что именно распространяется гарантия. В России все печальнее, потому что у Ducati 4 года гарантии, у BMW 5 лет, а с КТМ никаких расширенных условий после 2 лет нет, насколько я знаю. С такой репутацией, по логике, КТМ должны были бы заткнуть всех самой долгой гарантией, но увы. Важно отметить, что у 1290 высокая степень сжатия и заточен мотоцикл на 95-й бензин. Сейчас потроллю и выскажусь с позиции зажравшегося европейского резидента. Да, Africa Twin может питаться 87-м бензином, но давайте трезво взглянем на вещи. Сколько владельцев Новой Африки поехало в условную Монголию? И это речь про специализированный мотоцикл для жестких путешествий. Какой смысл снижать производительность двигателя 1290 ради одного покупателя из 1000, который соберется подальше? Пусть этот единственный покупатель купит Африку или Тенери, а остальные будут наслаждаться прекрасной динамикой. Тем более эта модель держится только на рынках Европы и Америки. Российский рынок никому не сдался. Например, весь российский моторынок, включая китайские малокубатурники, это всего 2-5% продаж группы КТМ в зависимости от года. Причем доля премиум мотоциклов в объеме, очевидно, будет только снижаться. Например, при фантастическом росте российского рынка на 25% BMW в прошлом году умудрились показать падение продаж. Правда, BMW в прошлом году и в Европе просели на 3%, когда КТМ выросли на 18%. И это я в 2020 году только один обзор BMW 850 GS и один обзор КТМ 790 выложил. 1290 Super Adventure довольно популярный в Европе мотоцикл для путешествий. В десятку самых продаваемых адвенчеров он всегда входит, а это немало. И, видимо, владельцы на них действительно ездят, потому что 1290 я вижу в горах очень часто. Из той же серии двигателя миллионники.
Вот мне, как покупателю нового мотоцикла, зачем двигатель-миллионник, который не едет, но зато внукам смогу оставить? Зачем мне толстые тяжелые джинсы, в которых потеешь, но которые будут изнашиваться 20 лет? Зачем мне вечная игла для примуса, в конце концов? Лучше 10 лет буду чистый восторг испытывать, а потом куплю другой мотоцикл с принципиально другим уровнем технологичности. Люди, которые готовы 20 тысяч евро потратить на игрушку, попроще к вещам относятся. Когда базовые жизненные потребности решены, гораздо больше ценятся эмоции и гораздо сложнее этих эмоций достичь. А производителей не волнуют люди, которые собираются эти мотоциклы через 30 лет на Авито покупать. Я немного разжигаю, чтобы вы почувствовали, что все люди разные с разными запросами, а у покупателей премиальных тур-эндуро изначально чуть посложнее запросы. Не бывает одного идеала для всех, и сложно пересадить поклонников Дукати и КТМ на Хонду даже с пожизненной гарантией. Думаете, владельцы Феррари и Ламборгини не в курсе, что Toyota Corolla надежнее? Тут можно задаться вопросом, от чего я тогда прикапываюсь к гусю? Потому что он едет как японец-миллионник, а болельщики европейские. Я не считаю 1290 идеальным мотоциклом, это не тот мотоцикл, на котором стоит ехать в кругосветку, но он самый универсальный из всех слонов. В городе за счет своей компактности лучший. Точнее, ВФР за счет автомата и жирных низких оборотов в городе приятнее, но эти мотоциклы весьма условно находятся в одном классе, да и ВФР снят с производства. На бездорожье однозначно самый лучший из 1200-ок даже в версии S. Для наваливания на асфальте один из лучших, тут уже вкусовщины и можно обсуждать Дукати или КТМ. Самым комфортным КТМ не назову и даже в тройку не включу, у него именно просто достаточный комфорт, чтобы не уставать в путешествиях. Нужно только стекло под себя подобрать и в идеале антивибрационные проставки на руль. Буквально немного снижения вибраций не хватает для полного счастья. Совсем ничего не сказал про цепь на КТМ. Для многих это будет существенным минусом. Но судя по тому, из каких мотоциклов на самом деле выбирают КТМ, на всех цепь стоит. Некоторые сравнивают с гусем, но они совершенно разные. Думаю, такие запросы большинство задает, пока еще не почувствовали разницу между моделями. Так плавно мы переходим к сравнению с другими мотоциклами на основе запросов YouTube и Google. Здесь весь топ запросов кучный и нет совсем уж странностей, как на гусях. Например, одни из популярных запросов по 1200 гусю сравнение с Tracer 900 и S1000XR. КТМ 1290 Super Adventure или BMW R1250 GS и сюда же 1200 GS. КТМ дает ощущение драйва, гусь не особо, спокойный по динамике. В городе гусь жирный, разница ощутима, не слушайте фанатов, которые и по городу быстрее всех прошивают пробки и эндуро-соревнования выигрывают. Это даже не физика, а геометрия. Если брать какие-то волнистые грунтовки типа российских карьеров, может показаться, что они едут примерно одинаково, но когда начнутся жесткие неровности и камни, там КТМ начинает доминировать. Я когда по полигону на КТМ ехал, это было скучно, потому что мотоцикл мог комфортно ехать с большей скоростью. Некоторые думают, что я пытаюсь ехать на пределе, но нет. Есть две методологии, как сравнивать мотоциклы на неровностях. Либо пытаться достичь наименьшей скорости круга, но тут есть минус в том, что с опытом начинаешь проезжать быстрее и условия могут меняться в разную погоду. И второй метод – проезжать один и тот же маршрут на разных мотоциклах с одинаковой скоростью, около 40 км в час для стабильности сравнения. Скорость такая, чтобы совсем дорожные мотоциклы могли как-то проехать. Для того же гуся 40 ехать, где фрагменты с жесткими ямками, страшновато из-за ударов, а на КТМ очень стабильно и подвеска позволяет ехать быстрее. Не знаю, заметно ли на видео, но меня даже не пытается из седла выкинуть там, где у кроссоверов вилку пробивает. И это версия S на литых дисках. Где гусь лучше, особенно старый, в очень долгих далеких путешествиях от месяца, где сложности с фирменным сервисом, запчастями и качественным бензином. Но тут у гуся есть важный нюанс. Есть большое заблуждение, что гуси комфортные. Если вы хоть чуть-чуть восприимчивы к вибрациям, гусь выбесит. А судя по тому, что главная фича PlayStation 5 тонкие вибрации на джойстике, таких людей больше, чем принято думать. Это не те чарующие вибрации, как на круизерах.
В 1200 классе есть полно мотоциклов с большим комфортом, что принципиально важно в долгих путешествиях, как я уже говорил. Ducati Multistrada 1260. Сюда же можно смело отнести и V4. Multistrada действительно похожа по динамике, но другой характер. Не говорим о бездорожье, тут очевидно. Концептуально подвеска Ducati стремится к максимальному комфорту и парению над дорогой. Ducati больше любит по прямой ехать или в пологих долгих поворотах. Стабильно, ровно, чтобы никуда не дуло и так далее. И едет Multistrada с максимальным комфортом. Еще на Ducati не покидает ощущение, что электроника сильно вмешивается в работу с ручкой газа. КТМ, наоборот, грубый и колючий. Подвеска заточена на острую управляемость, комфорт на втором месте. Динамика агрессивнее, вибрации. BMW S1000XR. BMW с сильным уклоном в спорт. Комфорта меньше, подвески чисто для хорошего асфальта. Посадка на 1000XR комфортная, но отличается, как минимум по ощущениям, более спортивная. Руль пониже, угол в колене острее и чуть назад. Плюс седло – это такой спортивный жесткий ковш с боковыми упорами. В городе динамика вкусовщина, и там мощности с избытком. Для путешествий только КТМ подходит, на XR только если поездки на пару-тройку дней и лучше без пассажира. Honda Africa Twin. Чисто по параметрам КТМ 1290 Super Adventure R самый близкий конкурент Африки, но если смотреть запросы по Африке, ее с чем угодно будут сравнивать, КТМ появляется во втором десятке. КТМ делает умную вещь, разделяют свои модели на версии S и R. Хотите универсальный мотоцикл, берите S. Хотите чисто раллийный – R. В этом моя главная претензия к Африке. Узкие огромные колеса и валкие длинноходные подвески на бумаге их выглядят хорошо, но на асфальте начинаются минусы с управляемостью. Африка комфортнее КТМ, нет вибраций, подвеска мягенькая, еще и автомат есть. В общем, классический японец. Стоковое седло, правда, не всем понравится. Еще у Африки по умолчанию всегда имеют в виду базовую легкую версию на механике с маленьким баком и ручной подвеской. Для путешествий многовато компромиссов. А Adventure Sports с хорошим запасом хода и автоматом, тяжелый кабан с высоким центром тяжести, начинает во многом проигрывать КТМ. Вроде уже на 250 килограммах и в бездорожье не хочется соваться, а вроде и на асфальте не так весело раскачиваться. Если хочется просто комфортно путешествовать по убитым дорогам, заливать плохой бензин и не думать о надежности, вот в таком ключе Африка один из лучших мотоциклов в принципе. По динамике Африка проигрывает, но это не важно, потому что все упирается в подвески и колеса, никакого смысла в большей мощности нет. Это, кстати, и к КТМ относится. Если ездить на плюс-минус бездорожной резине, ни мощность, ни острая рулежка роли не будут играть. КТМ хорош в смене амплуа. Хочешь – путешествуй на дорожной резине по Средиземному побережью и Альпам. Хочешь – обувай резину позлее и дуй на Кавказ. И никто не будет снисходительно смотреть на мотоцикл, что он не для этого. КТМ 790-890. 890 менее комфортный, подвеска очень жесткая и сильно проще, чем у большого брата, некомфортное седло. С ростом за 180 неудобная посадка, колени согнутые, руль совсем низко. Динамика мне совсем не нравится, рваная с провалами и ускорениями, но если ехать на трассе и сильно не опускать обороты, очень бодрый для своего класса. Многое можно простить за шикарный низкий вес, очень низкий центр тяжести и внушительный запас хода. На бездорожье по совокупности факторов круче современных турендуро, скажем, от 600 кубиков нет, не считая экзотики, которую в России не продают. С надежностью у 790 были серьезные проблемы, у 890 тоже есть нарекания, но у КТМ обычно претензии на низкий контроль качества, какие-то мелкие сбои, протечки и так далее, что можно самому исправить. Все. Впереди обзоры целых 3 разных Ducati и других больших турендуро. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.